Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы приготовим 3 рецепта вкусных, сочных котлет в аэрогриле. Вкусные шарики из индейки с сыром фета и красным луком. Котлеты из крабовых палочек, которые понравятся даже детям. И нежные куриные котлеты с брокколи. Первый рецепт, который мы приготовим, будут шарики из индейки с сыром фета, красным луком и петрушкой. Можно приготовить не шарики, а котлеты. Я их буду делать круглой формы, чтобы получились маленькие шарики. Как всегда, я готовлю удвоенную порцию на 2 захода аэрогриля. Для этого рецепта нам понадобится упаковка фарша индейки. Можно взять куриный фарш, петрушка свежая, мелко нарубленная, у меня замороженная петрушка. К фаршу добавляем также яйцо. Красный лук. Его необходимо нарезать очень-очень мелко. В аэрогриле он может долго готовиться и быть таким слегка сырым, поэтому очень мелко его рубим. Добавляем к фаршу. Натираем сыр на крупной терке. Обязательно заглядывайте в описание под видео, там я всегда оставляю полностью описание с ингредиентами для всех рецептов в этом видео, а также инструкцию, как готовить в аэрогриле и в духовке. Вы меня часто спрашиваете, какой у меня аэрогриль, какая марка и модель, там тоже вы найдете информацию об этом. В конце наш фарш добавляем сыр фета, у меня пол упаковки 100 грамм. Режем на мелкие кубики. Если сыр фета у вас мягкий, то можно его разобрать руками и покрошить в фарш. Я живу в Латвии, у нас продается такая вкусная приправа персиладе. Туда входит соль, сушеный чеснок, сушеная петрушка. Вы можете по отдельности добавить все эти специи в фарш. Соль я не добавляю, потому что сыр фета и обычный сыр соленые. И соль присутствует уже в специи персиладе. В аэрогриль выкладываю силиконовый коврик, чтобы шарики не пригорали, так как моему аэрогрилю уже более 3 лет и покрытие слегка попортилось. Намочите руки, чтобы шарики лепить было проще. Я немного мочу руки и также использую обычные перчатки. Леплю маленькие шарики и кладу их в аэрогриль. В заключении побрызгайте маслом и спрея на шарики. Ставим шарики в аэрогриль при температуре 170 градусов примерно 13-15 минут. После я их переворачиваю на другую сторону, чтобы они зарумянились, также со второй стороны. И ставлю в аэрогриль еще на 3-5 минут. Наши шарики готовы. Повторяю то же самое со второй порцией фарша. Если будете использовать лишь одну упаковку фарша, то вы приготовите эти шарики всего лишь за 15-20 минут в аэрогриле, практически без вашего участия. Такие сочные, вкусные шарики в средиземноморском стиле с сыром фета и красным луком у нас получились. Приятного аппетита! Шарики можно подавать на ужин, на обед с любым гарниром. Я покажу 2 варианта. У меня с гречкой, со сметаной, а также с классическим капустно-морковным салатом. Второй вариант для тех, кто худеет, для тех, кто следит за питанием. Можно скушать несколько шариков с большой порцией салата со свежими листьями и овощами. Второй рецепт, который мы приготовим, это вкуснейшие котлеты из крабовых палочек, которые понравятся даже детям. Для рецепта нам понадобится упаковка крабовых палочек, обычный сыр, вареные яйца, 1 яйцо. Соль не добавляйте, я добавила, и котлетки вышли очень солеными. Сами крабовые палочки и сыр соленые, поэтому можно в данном рецепте обойтись без соли.
Все ингредиенты можно натереть на крупной терке, я же буду использовать блендер. Блендер у меня небольшой, поэтому буду измельчать все ингредиенты в 2 захода. А вы знали, что сыр можно не натирать на терке и добавить просто порезанный крупными кубиками в блендер, и он отлично справится с этой работой. Добавляю в блендер крабовые палочки, сыр, вареное яйцо и все измельчаю. Перекладываю фарш в емкость, смешиваю, добавляю 1 яйцо, специи у меня сушеный чеснок, я его добавляю почти во все мои рецепты, немного перца. Еще раз повторю, что соль не добавляйте, будет слишком солено. Перемешиваем фарш и получается такая плотная масса. Ах да, забыла сказать, что для этого рецепта можно использовать панировочные сухари, можно обойтись и без них. Я высыпаю в миску немного панировочных сухарей. В аэрогриль кладу пергаментную бумагу. Фарш очень нежный, я не хочу, чтобы снизу отпечаталась решетка. Леплю слегка влажными руками наши котлетки, обваливаю в панировочных сухарях и выкладываю в аэрогриль. В аэрогриль моего размера, примерно 21 на 21 сантиметр, влезло 9 средних котлеток. Сверху котлетки немного сбрызгиваем маслом из спрея. Ставим в аэрогриль на 180 градусов примерно 15-20 минут, для того, чтобы котлетки зарумянились. Также с другой стороны, в середине времени, либо за 5 минут до готовности переворачиваем их на другую сторону, чтобы хрустящая корочка образовалась и со второй стороны. Вторую сторону я также сбрызгиваю немного маслом, но это не обязательно. Многие из вас мне писали, что масло не используют в аэрогриле, и получается также вкусно. Вот такие вкусные котлетки из крабовых палочек у нас получились. Очень вкусно на обед или ужин. Посмотрите, какие тягучие из-за сыра, какие мягкие, нежные они у нас вышли. Всем приятного аппетита! У меня был легкий ужин, обычный рис, котлетка из крабовых палочек и салат из красной капусты с луком и с майонезом. Последний рецепт на сегодня – это очень вкусные, мягкие, нежные котлетки из куриного филе с брокколи. Я люблю добавлять много овощей в котлеты. Таким образом вы можете съесть овощи, которые просто так не смогли бы съесть. И овощи всегда делают котлеты мягкими и сочными. Обязательно используйте такой прием. И также, если у вас немного фарша, то благодаря овощам у вас будет гораздо больше котлет. Еще один лайфхак на сегодня. Я никогда не выкидываю стволы от брокколи. Их также можно кушать. Просто очистите, уберите сучки, черные части, отрежьте низ ствола и нарежьте на мелкие кубики. Я кладу в пакет для заморозки, отправляю в морозильную камеру и потом просто высыпаю стволы брокколи в суп. Все кушают. Вкусно и полезно. И вы не выбрасываете ту большую часть брокколи, за вес которой вы также заплатили. Для того, чтобы приготовить котлеты, можно использовать мясорубку. У меня ее нет, я буду использовать большой миксер. У меня маленькие куриные филе. Добавляю соцветия брокколи, свежие, не отваренные. 2 яйца и специи. Копченая паприка, она очень вкусно сочетается как с индейкой, так и с курицей. Сушеный лук, сушеный чеснок и соль. Если готовите в мясорубке, можете добавить еще обычный свежий лук вместо сушеного лука. Я люблю специю сушеный лук, она натуральная, придает хороший привкус мясу. Перекладываем куриный фарш с брокколи в емкость, добавляем туда натертый сыр. Кстати, забыла, что сыр можно добавить в саму мясорубку или же в сам блендер-миксер. Сыр отлично измельчился бы вместе с остальными ингредиентами. Но я забыла и натерла сыр отдельно. Фарш получается очень нежный,
И я решила в этот раз приготовить котлеты в силиконовых формочках для маффинов. Обязательно попробуйте такой лайфхак, потому что котлеты получаются такими же вкусными, также держат форму, у вас при этом чистый аэрогриль. Точно так же можно готовить котлеты и в духовке, и помещается больше, потому что если фарш мягкий, то котлетки бы расплывались без формы. Из такого количества фарша у меня вышло 12 котлеток в формочках. Я готовила в 2 захода аэрогриля. Первый раз я не сбрызгивала маслом, второй раз брызнула. Разницы особо не заметила, но с маслом получается лучше, более зажаристая корочка. Котлеты ставим в аэрогриль на 160 градусов примерно 15 минут. Котлеты благодаря брокколи получаются очень нежными, сочными. Обязательно попробуйте такой рецепт. Если не любите брокколи, можно добавить любой другой овощ, например, кабачок, натертый на самой мелкой терке. Пишите в комментариях, как всегда, обратную связь, что вы приготовите, что вам понравилось больше всего. Мне всегда приятно и интересно услышать ваше мнение. Всем спасибо за просмотр, и мы с вами увидимся в новом видео. Пока-пока!